И все вопросы, которые мы уже рассмотрели, на них влияет хаос больше всего. Почему? Потому что старших арканов больше нет. Понимаете, в чем дело? И его действия, они будут вызваны внутренней болью, сердечной болью. То есть он будет чувствовать внутри себя, что он страдает. И вот это страдание, вот эта боль, да, она заставит его действовать. И вот он сможет выдерживать эту боль, наблюдать за собой, ну вот не больше вот этих 3 месяцев. Приветствую всех, друзья, с вами на связи таролог Алехандро, мира вам и вашему миру. И сегодня я предлагаю вам общий расклад Таро на отношения, на загаданного человека. Это гадание на мужчину, но мужчины могут посмотреть со своей стороны на загаданную женщину, на загаданного партнера. И я сегодня проведу для вас такой необычный расклад. Ну, раньше я такие расклады Таро уже делал. Это расклад, основанный на вопросах, индивидуальных вопросах кверентов, да, или кверента, человека, который ко мне обращался с конкретными вопросами. Мы с вами сделаем прямо выкладку карт, которая будет отвечать на 1 из 10 вопросов, да, то есть каждая карта на один конкретный вопрос. Какие вопросы, я вам специально говорить не буду, пусть это будет сюрпризом. Поработаем сегодня на классических картах Таро, чтобы вы немножечко вспомнили старую, добрую, теплую классику. Настройтесь на свою ситуацию. Я не буду сегодня делать углубление, кто пришел на расклад, чтобы не затягивать время. И вот сколько затянет этот расклад по времени, да. Ну, в контексте тех вопросов, которые уже заготовлены. Представьте себе, что как будто бы вы пришли ко мне на расклад, например, да, на свой, по своим вопросам, не в поток, не на потоковое чтение, да, а на расклад гадания по конкретным вопросам. И можете как раз вот сопоставить с теми вопросами, которые бы, возможно, вас интересовали, ну, если бы вы спрашивали о своем мужчине или о своей женщине. Итак, уверен, что вы уже настроились. Итак, первый вопрос – его состояние. Или что происходит с ним из-за вас сегодня? Или в каком состоянии находится загаданный человек? Ну вот смотрите, здесь состояние вашего партнера, особенно если это мужчина, телец, особенно если он дева и, возможно, козерог, непоколебимое. То есть на него то, что происходит сейчас между вами, оно особо не влияет. Особенно это не влияет на его финансы, особенно это не влияет на его работу, на его успех в бизнесе. То есть у него в деньгах, в работе все классно, и, в принципе, он не страдает. Его все устраивает, и он будет стараться оставаться на своей позиции. То есть, в принципе, что с ним происходит? Ничего плохого для него. И если для вас это хорошо, то пусть будет хорошо, но если для вас это плохо, то делайте выводы, а почему вам плохо, когда кому-то, да? Точнее, почему вам плохо, когда кому-то хорошо, и наоборот, почему вам хорошо, когда кому-то плохо. Ну, в принципе, скажу так, этот человек от того, что между вами происходит, не особо страдает. Следующий вопрос. Что он думает конкретно о вашей с ним сложившейся ситуации? О вашей с ним. А у него разбито сердце, и ему больно. Да, он может делать вид, что ему все равно. Он может делать вид, что на него это никак не влияет. Но сердце-то у него болит. Ну, обычно это карта разрыва, и человек, возможно, даже не находит себе места. Хотя глобально ничего не изменилось для него. Да? То есть, как бы в работе все хорошо, в бизнесе все хорошо, да? С заработком все хорошо. Со здоровьем даже, может быть, пока все еще хорошо. То есть, он пытается как минимум не подать виду, но ему внутри достаточно больно, некомфортно, и он действительно не находит себе места. Кто вы для него? Третья карта. Вы знаете, вы для него уют. Вы тот человек, с которым медленно, спокойно, равномерно, да, вот так. Вы человек предсказуемый. А предсказуемый человек
может быть жертвой. Но мы сегодня не будем углубляться так вот в психологию, вот бытовой сделаем такой, да, анализ. То есть вы человек, с которым ему на душе тепло, спокойно и предсказуемо. С одной стороны, это очень хорошо. Но, с другой стороны, я бы сказал, что вы тот человек, с которым немного динамики. То есть это, ну, как сказать, не так-то, ну, вот предсказуемо, да, и не так весело, давайте так скажем. Да, хорошо, да, тепло, это праздничная карта, теплая, но не так весело или не так динамично. То есть, в принципе, вот чего бы вам не хватало, это немножко динамики, это немножко драйва, да. То есть, скучновато. Могло бы быть и повеселей. А вы уже в комментариях напишите, насколько с вами весело или насколько с вами скучно, да. Ну, скука – это отсутствие энергии управлять реальностью, да, вот как-то так можно сказать. Давайте теперь 4-я карта была у нас по вопросу его чувства к вам. Его чувства к вам. И смотрите, этот человек, несмотря ни на что, питает к вам теплые чувства. И он старается принимать эти теплые чувства. Но и знаете, как есть люди, ты мне, я тебе, так вот он пытается и столько же теплого в своих чувствах передать вам. Его чувства к вам, ну, они как бы меняются, но от того, что они меняются, они хуже не становятся, они не становятся холоднее. Это важно. Поэтому, несмотря ни на то, что ему больно, и как он там себя сейчас ведет, да, и кто вы для него, да, какой человек, он сохраняет к вам теплые чувства и надеется на взаимность. Окей. Что он планировал по поводу ваших отношений, ну, до того, как что-то случилось, или, например, скрылась какая-то тайна, или ну, что-то произошло, да, такое вот, что привело, вот, допустим, к вот этой карте. Ну, он особо ничего не планировал. Этот человек, знаете, так вот, можно его назвать человек случая. То есть, пусть будет как будет, я сильно заморачиваться не буду, ничего планировать не буду, да и нафиг надо, да. То есть, он не заморачивался, он не строил каких-то конкретных планов насчет вас. Но, во всяком случае, не дошло еще до какой-то четкой стратегии, вот именно стратегии. Может быть, была какая-то тактика, или он уже выработал тактику, а до стратегии не дошел. По сути, к сожалению, он ничего не планировал. Для него это не было серьезно изначально. Но, учитывая то, что мы видим сейчас, уже складывается некий базис, да, на основании чего мы можем сказать, что произошла какая-то структуризация ваших отношений. Произошел какой-то, ну что ли, потепление внутри него. Если изначально ему было вот прям все равно, фиолетово, да, или там, ну неважно, да, как там оно, но все равно, то сейчас это тепло, это огонь идет. Окей. Давайте теперь посмотрим, анализ такой короткий сделаем первой части вашей. Смотрите, на лицо здесь мужчина, да, или кто в раскладе. На лицо мужчина уже после 40 лет, уже взрослый. Если этот мужчина моложе 40 лет, то он ребенок. То есть он незрелый. Тогда. Если старше, тогда он зрелый уже, да, сформированный. У которого из-за того, что происходит с вами, болит сердце. Он не находит себе места. Почему? Потому что ему с вами было именно в кайф, что остановка времени, да, вот, ну, вот такое вот состояние такого, давайте, теплого киселя, теплой ванны. И, возможно, вы это можете делать. Напишите мне в комментариях, умеете ли вы делать вот эту, создавать теплую ванную, или наполнять ее, да, чем-то, какой-нибудь пенкой, да, ну, или какими-то ароматами, да, который не скупится на тепло, да, он не скупится и ждет взаимности, умеет брать, давать. Я бы не сказал, что этот человек жадный, я бы не сказал, даже несмотря на короля Пентаклей, это, в принципе, щедрый человек. Но здесь это не портит, это 4, а Паш только говорит о том, что он готов давать. Но
когда вы даете взаймы, да, то есть когда идет обмен. То есть этот человек с открытым финансовым потоком, этот человек не бедный, да, ну или обеспеченный, или самодостаточный, давайте так скажем. Ну и да, и будем пытаться уколоть его, да. Скажем, что изначально он не строил на вас каких-то серьезных планов, да. Изначально не строил серьезных планов. Хорошо, а давайте теперь вот спросим, что планирует сейчас он по отношению к вам. 6-я карта. Знаете, он не торопится покидать ваше пространство, не будет торопиться что-то предпринимать, и он понаблюдает. Он вас не бросит, постарается вам как-то помочь и будет находиться в материальном поле или в материальном вашем кругу, или в материальном, ну, в кругу вашей реальности, давайте так скажем, вот это больше реальная карта. Опять выпадает, кстати, Дева чистая, здесь Телец, ну, мужчина, скорее всего, больше земной стихии, чем какой-либо другой. Как минимум, он считает, что что-то вам осталось должным, что-то не отработано. И эта карта, она часто о каких-то кармических задачах. Возможно, он апеллирует к судьбе, к карме. Ну и считает, что просто так бросить вас – это не по-мужски. Я все-таки склоняюсь, что этот мужчина старше 40, ну уже туда, за. И, скорее всего, он зрелый, судя по тем картам, которые выпадают на те вопросы, которые характеризуют его и раскрывают его личность, ну так, намного шире. Да? Давайте спросим, а что от него ожидать? Что от него ожидать? Знаете, ожидайте от него активных действий. Он выйдет на связь. Он появится, он напишет, он позвонит, он может даже приехать к вам. То есть он, учитывая то, что он думает о вас, это думает, это мысли. То есть его мысли будут порождать его действия. Единственное, что вам, ну не стоит торопиться с этим, как минимум вам стоит дать месяц на обдумывание, да, на наблюдение. Этот человек, он решительный, но он не торопишка, да, он не будет, ну, як кажуть українською, не рві кіньми, да, або не скочи поперед батька в пекло, да, як кажуть. То есть он не будет торопиться. Не будет, ему некуда торопиться. Почему? Потому что он считает, что спешка нужна, сами знаете, когда. Да? На самом деле он понимает, что происходит. Он не глупый человек. Он постарается не потерять свое лицо, как для окружающих его, если что-то всплыло, да, вокруг вас, так и перед вами. То есть ему важно, ну, имидж, да, для него важен имидж, для него важно вот это вот мужское достоинство, да, гідність, да, или достоинство. И, скорее всего, этот человек все-таки будет пытаться с вами связаться, чтобы как-то что-то донести, что-то обсудить, договорить недоговоренное и так далее. То есть у вас возможно продолжение с этим человеком, и единственное, что здесь вам не стоит торопиться. Я так вам даю где-то от месяца до 3 и от недели до 3 недель. Да, вот самая краткосрочная перспектива – неделя 3, а так месяц 3. Но это быстрее, чем до конца года. Обратите внимание, что несмотря ни на что, здесь дурак пока что доминирует. И учитывая те вопросы, которые мы с вами уже рассмотрели, они все, на них, на все эти вопросы очень сильно влияет хаос. И все вопросы, которые мы уже рассмотрели, на них влияет хаос больше всего. Почему? Потому что старших арканов больше нет. Понимаете, в чем дело? И его действия, они будут вызваны внутренней болью, сердечной болью. То есть он будет чувствовать внутри себя, что он страдает. И вот это страдание, вот эта боль, да, она заставит его действовать. И вот он сможет выдерживать эту боль, наблюдать за собой, ну вот не больше вот этих 3 месяцев. Вот даже если он что-то не сказал или вы не досказали друг другу, да, то он обязательно появится, чтобы договорить, чтобы скинуть эту боль. Ну, психология – это проработка называется, да, то есть он должен будет проговориться. Окей. Его отношение к
его жене или к другой женщине, да, если она есть. Ну, если вы там знаете, что у него только мама есть, ну, то есть к другой женщине, может, сестра. Ну, у них теплые отношения, теплые. Но эта карта, она о разных направленностях, поэтому он тратит энергию не только на нее. И я так скажу, что этот человек может быть склонен к полигамии. И реально моногамией его не назовешь. Поэтому он имеет к ней чувство, и это чувство называется влюбленность. Но это никак не такая вот прямо любовь, а это то, что еще уже не любовь и еще не любовь, но очень похоже. Вот такое вот отношение у него к другой женщине, сопернице, жене или, ну, как у вас в вашей ситуации. Ну, можно сказать так, что этот человек не склонен зацикливаться. Если у него, да, есть еще кто-то, то у него может быть и еще кто-то здесь, в такой ситуации по этой карте. Эта карта, она разносторонняя всегда, и мы не можем сказать, что он вот однолюб этот человек, и все. Нет, не однолюб, к сожалению. Давайте теперь посмотрим его планы по отношению к сопернице. Он не знает, что делать с ней, с соперницей, жена, любовница и так далее. И, во-первых, не знает, а во-вторых, он сомневается, что если он будет прилагать усилия, то это может принести какие-либо плоды. Поэтому он до конца не уверен, что нужно продолжать это. Но точно так же он и не знает здесь пока еще, да, то есть он в неком таком застое здесь находится. И обратите внимание, здесь старшая карта, стоящая на месте. И пока опять на все это влияет элементы хаоса. Поэтому вам торопиться делать выводы на здесь и сейчас, в этой ситуации, с этими вопросами, с вашей ситуацией, если она резонирует, нет смысла. Вам не надо это делать. Ну, вам нельзя сейчас торопиться. Говорить, что он вас бросил или что все. Здесь налицо пока что пауза. Вам личный совет, ну, как бы на будущее, да. Примите ситуацию как краш. То есть все пропало, все разбито, все разрушилось. Но когда вы ее примете, вы завтра утром проснетесь и ощутите некую легкость. Поэтому вам совет. Приготовьтесь к очень такому жесткому, какому-то внезапному, жесткому событию. Я вам так скажу. Управляет всем раскладом хаос. И этот человек может явиться к вам со скандалом, с проблемами, ну, с какими-то, да, с решением каких-то вопросов, серьезно поговорить, но это будет достаточно жестко. И если вы будете к этому готовы, то возможна некая перезагрузка. Все-таки, учитывая то, что дурак здесь, ну, как бы вносит вот этот элемент хаоса очень сильно, я вам настоятельно советую приготовиться к внезапным, непредсказуемым, неожиданным потрясениям, конфликтам, стычкам, ударом судьбы и поворотом судьбы, где может быть по-разному, но мужчина может занять вашу позицию при условии, если вы друг друга поймете, если будете, ну, вот в такой позиции, где сохраните теплые отношения друг к другу и позволите, ну, возможно, развеять какие-то сомнения у него по поводу вас, и у него же по поводу, ну, условно говоря, соперницы. То есть у вас, учитывая то, что он не знает, что с ней делать, а здесь 8 и 7 – это 15 дьявол, он каким-то образом зависит от нее. То есть если вы проясните ему свою позицию по поводу того, как он может быть с вами, и это повлияет на его дьявола, 8 и 7, 15 дьявол, ну, дьявол – это связь его с соперницей, да, тогда этот человек, возможно, перейдет в другую фазу. И вот давайте посмотрим, какая фаза следующая может вас ожидать, к чему готовиться. Кроме того, что вам по совету высших сил нужно готовиться к краш-тесту. Да? Готовьтесь к потере и предательству здесь по этой карте, но учитывая то, что все-таки старшим арканом здесь является все равно дурак и еще его усиливает башня, готовьтесь к самому неожиданному повороту судьбы, где вы можете и выиграть в этих отношениях у соперницы. Но вот вопрос, какой ценой
и во что вам обойдется этот выигрыш. Ну и подстрахуйтесь, возможно, может быть, учитывая то, что тут есть дьявол, ну, это уже такое, да, мы не делаем здесь диагностики, я не говорю, что здесь кто-то магичит, но удары могут быть с разных сторон, поэтому это может быть и энергетический удар, удар духа и так далее, да, то есть нужно быть аккуратно или без фанатизма готовым к повороту магических войн, если о вас знает ваша соперница. Если вы почувствуете вдруг повышенное давление, боль в суставах, боль в сердечной чакре или постоянная головная боль, мигрень, или такое ощущение, что разбилось что-то, вот как стеклянное, тогда это может свидетельствовать, но лучше проверять на личном, что по вам ведется удар, чтобы ваш партнер, который сомневался в сопернице, больше не сомневался, чтобы вы были пассивны в этой позиции. Но учитывая то, что здесь есть башня, если вы вдруг решите прекратить эти отношения, то этот расклад не запрещает вам это сделать. И, в принципе, он как бы советует продолжать только в том случае, если вы любите элементы хаоса, непредсказуемости, не боитесь краш-тестов в своей жизни, да, как говорится, и вы уже привыкли. Ну и готовы к любому исходу ситуации, но при этом вам нужно быть готовой или готовым бороться или идти до конца. Побачимось, почуємось, все буде добре, па-па.